Вітаю, шановні друзі! У попередній частине видео мы с вами говорили о том, как формировалась христианская церковь как организация после того, как Иисус покинул нас, и выяснили, церковь основали апостолы, непосредственные ученики Христа. Слово «апостол» в переводе с греческого означает «посланник». Этим они и занимались. Несли слово Господа по провинциям Римской империи и далеко за ее пределы, и таким образом основали самые древние христианские общины, которые и возглавили в качестве смотрящих апостол Петр, как самый главный, о чем напрямую сказано в Евангелиях, и что никогда ни у кого не вызывало ни малейших сомнений, ибо он получил ключи от церкви из рук Христа, взял на себя самую опасную миссию и поехал в столицу империи, город Рим, став таким образом первым римским епископом. Там Петра и убили в середине 60-х годов, во время репрессий кровавого маньяка Нерона. Замашками он слегка походил на Путина. Он был трус и убийца, и тоже плохо кончил. Греческую общину основал апостол Павел. Павел не входил в число 12 апостолов, поскольку всеми силами гнобил христиан, пока Иисус не явил ему себя на пути в Дамаск. Стремительно прозрев, и такое бывает, Павел понес слово Бога язычникам, которые в ту пору верили кто в Фавна, кто в Митру, но только не в Иисуса Христа. Павел добился на этом поприще выдающихся успехов. Правда, римляне убили и его. Еще при жизни Павел стал автором основополагающей христианской доктрины о спасении через муки, смерть и воскрешение. Первым епископом города Византий, ставшего столичным Константинополем аж через 300 лет, принято считать Андрея Первозванного, брата апостола Петра. Александрийскую общину основал еще один апостол, Марк, антиохийскую на границе Сирии и Турции, Варнава. При этом первым антиохийским епископом считается все равно все тот же главный апостол Петр. Иерусалимскую общину основал апостол Иаков, Янгер, младший брат Христа, восточную Месопотамию, Фома, ну и так далее. Тут важный нюанс. Мы сейчас говорим об апостольском веке, когда церковь делала свои первые шаги в середине первого столетия нашей эры, а руководили ею земляки Христа. Они были родом из Галилеи, с севера Израиля, разговаривали на арамейском языке и на первых порах вели свою деятельность в родных краях и неподалеку, в Антиохии и чуть позднее в Александрии. В ту пору то были мегаполисы, бывшие столицы двух поверженных Римом противников сирийского и египетского царств. Обе эти державы, основанные в свое время диадохами Александра Великого, Селевком Никатором и Птолемеем Саттером, были неотъемлемой частью эллинистического мира, сложившегося после победоносного похода македонян на восток. И если там не повсюду понимали арамейский, то говорили и понимали по-гречески все. Ибо греческий тогда служил чем-то вроде лингва франка от Эгейского моря и аж до Ферганской долины. Именно поэтому Евангелия были изначально написаны на греческом языке. Именно поэтому все тот же апостол Петр стал первым епископом Антиохии в 37 году, а епископом Рима лет через 30. Именно поэтому апостол Фома, отправившийся проповедовать на восток за границы империи, преуспел ничуть не меньше Петра, поскольку он не встретил сопротивления. Месопотамия говорила на арамейском, это раз, а для правивших там парфянских царей Рим был врагом номер один. Ну а враг моего врага – союзник, что нисколько не умаляет подвига апостола Петра, а наоборот подчеркивает его. А Рим был центром тогдашней айкумены.
Для первых христиан то было осиное гнездо, полное жестоких язычников. Петр свою миссию impossible выполнил, правда, ценой жизни. Но он оставил после себя преемника, епископа Лина. Лина римляне, правда, тоже убили. Лина сменил Клет, Клета Климент, Климента Сикст, Сикста Пий, Пия Сатер. Там как минимум 30 пап, казненных во 2 столетии нашей эры, пока гонения не пошли на спад в 314 году, ибо императором стал Константин Великий, тот самый, кто перенес столицу на восток, в Византий, который переименовал свою честь. Он же велел провести первый официальный, не подпольный, Вселенский собор в городе Никея на территории современной Турции, где в 325 году 300 епископов в присутствии императора утвердили никийский символ веры, осудили арианскую ересь, а также упорядочили церковную иерархию. Старшим признали римского папу. Дальше в порядке убывания следовали Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Антиохийскому, как руководителю самой древней общины, наверное, было обидно, но он стерпел. Любопытная деталь. На соборе присутствовали все вышеперечисленные иерархии. Один только римский папа Сильвестр лично приехать в Никею не удосужился, прислал легатов. И это при том, что именно он крестил императора Константина и получил от него Константина в дар, то есть светскую власть над всей западной частью империи. Папа имел на Константина большое влияние. Собственно, Константин и поверил в Иисуса прямо под стенами Рима накануне решающей битвы с конкурентом, когда Бог явил ему хризму, то есть монограмму своего имени на греческом, и обещал: «Сим победишь». Думаете, Константин об этом забыл? Лидирующие позиции папы не пошатнулись, и когда столица переехала в Константинополь, ставший таким образом вторым Римом, они сохранялись и позже, при наследниках Константина. Второй Вселенский собор, Константинопольский, созванный императором Феодосием в 381 году, добавил к 4 лидеров епископа новой столицы. Им стал Григорий Богослов, но папа все равно оставался главным и переезжать в новую столицу не спешил. Он не поспешил туда ни после раздела империи на западную и восточную части, его произвели сыновья Феодосия в 395 году, ни когда римский полководец Адаакр сместил в 476 году последнего императора Запада и провозгласил себя рексом, то есть королем. Я уже говорил, без благословения папы Адаакр был никем, обычным главарем шайки бандитов. То же самое можно сказать и про вождя готов Теодориха, ставшего рексом Италии вместо зарезанного им Адаакра. Даже спустя еще 100 лет, во времена императора Юстиниана Великого, которому, правда, на очень короткий срок удалось восстановить былое величие Римской империи, когда он заново подчинил себе и Италию, и Северную Африку, и часть Испании, первенство римского престола никто не оспаривал. Да, Юстиниан вмешивался в выборы пап, пытаясь просунуть на папский престол своих миньонов, но он не покушался на сам институт. Ни в коем случае. Он не перевел папу в Константинополь и даже не переподчинил его константинопольскому патриарху. У него и в мыслях ничего подобного не было. Папа был для него символом единства Востока и Запада. Только так, с одобрения папы, Юстиниан Великий мог считать себя полноценным Августом. При Юстиниане, опять же, окончательно сформировались пентархии, то есть 5 главных патриархатов: Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, от старшего к младшему. В конце правления Юстиниана на мир обрушилась опустошительная пандемия.
чума. Ну а затем началась эпоха арабских завоеваний, по ходу которых Иран пал и стал мусульманским, а империя арамеев утратила все свои владения и в Африке, и в Ливанте, и в Закавказье. Условный Запад тоже пострадал, но гораздо меньше. Там путь арабам заступили франки Карла Мартелла, а его внук и тезка Карл Великий нанес сокрушительное поражение аварам-жужжаням и объявил себя защитником всех христиан. Папа Лев короновал его в Риме, как римского цезаря. Это знаменательное событие случилось в 800 году. И, понятно, было очень болезненно воспринято в Константинополе, императоры которого, по традиции, считали себя единственными законными августами. Но Византии было не до того, чтобы качать права. Она воевала на два фронта, и с болгарами, сменившими авар, и с халифатом. Поскольку Константинополем правила женщина, императрица Ирина, был план их с Карлом брака, что объединило бы Восток и Запад. Альянс не состоялся, императрицу Ирину свергли. Новый император Никифор был вынужден отправить Карлу константинопольского патриарха с поздравлениями, сомневаясь, что они были искренними. Но они были. На этом примерно мы с вами остановились в прошлый раз и договорились разобраться, кто же первым крестил славян. Отже, перед вами империя франков. Правее нее Восточно-Римская империя. Это все, что осталось от достижений Юстиниана. А чуть выше и севернее Великая Моравия. Первое крупное раннефеодальное государство славян. Ключевая деталь. Моравия вышла на арену после разгрома аварского каганата, в чем славяне принимали самое непосредственное участие. Моравия родилась на территории современной Чехии, в долине реки Морава. Ее первым правителем стал князь Моемир, столицей Велиград, современное Старомисто. Это звучит идентично и у чехов, и у поляков, и у украинцев. У славян. Полезно знать. Еще до того, как Моемир стал князем, Моравия установила дипломатические отношения со своими соседями франками. Моравы отправили в Аахен послов еще в 822 году. Мы знаем об этом из бертинских аналов. Карл Великий к тому времени умер. Империей правил его сын Людовик Благочестивый, носивший тот же титул императора Запада. Для нас это важно, принимая в учет, что из тех же летописей нам известно о посольстве народа Русь, побывавшем там же у того же императора, примерно в это же время, чуть позже. Но задолго до всего этого московского бреда про государство Рюрика, воображаемую Новгородскую Русь и прочую чушь, которую лихорадочно выдумывают на своих болотах московиты. Я о каганате Русь подробно рассказывал тут. Все, кому интересно, зайдите по ссылке. А сейчас отметим только эти посольства и моравов, и русинов, и других славян, тех же хорватов с абадритами, вполне логичны. Карл Великий сокрушил жужжание авар. Сам Папа Римский провозгласил его императором Запада. Карл объявил себя защитником христиан и понес христианство соседям. Не одним славянам, но и саксам, и фризам, и данам, порядком современных датчан. Карл это делал всеми доступными способами. И проповедями миссионеров, и копьями своих солдат. Не києм, то палицею, як кажуть у нас в Украине. Ровно ту же политику вел и его сын Людовик Благочестивый. Да, то была натуральная экспансия на восток. Соседи включались в орбиту влияния франков и волей-неволей становились христианами. Но это был тренд такой. Именно так христианская вера и распространялась от центров цивилизации на окраины. Точно так, только еще 200 лет спустя, Руська Віра пришла с Киева на кляті болота к людоедам-мирянам. Кто не верит в каннибалов, как прямых предков россиян,
Почитайте про дьяковскую археологическую культуру с памятниками в самом центре современной Москвы. Не отпадут малейшие сомнения. Глядя на то, что творят их потомки, путинопитеки обыкновенные, начинаешь осознавать, лучше бы и тех андрофагов, и тех попов сожрали на болотах медведи. Все равно крещение впрок не пошло. Ну а возвращаясь к франкам, скажу, да, именно они были первыми, кто крестил славян. Первые проповедники пришли к славянам из Баварии, из страны, где сегодня делают БМВ. В ту эпоху они этой машиной похвастать, разумеется, не могли, но у них были длинные мечи. Самое оно, чтобы отбиваться от болгар. У болгар тогда еще не было слынчего бряга. Болгары только-только прискакали из приволжских степей. Они были агрессивными, как современные москали. Они даже еще не были славянами. Их правитель, Канасюбеди Амуртак, буквально терроризировал соседей. А франки были тогда кем-то вроде НАТО. Имелся прямой смысл в него вступить. В 831 году князь Маймир и его подданные стали христианами благодаря епископу Пассау Регинару, присланному королем Людовиком Немецким, младшим сыном императора Людовика Благочестивого. Правда, империя франков скоро распалась. Людовик Благочестивый умер, и его сыновья разделили между собой наследство. Так образовались Западное, Восточное и Срединное франские королевства, из которых впоследствии сформировались Франция, Германия и Италия. Кстати, нечто подобное случилось и у нас в Руси в 1125 году, когда умер великий киевский князь Володимир Мономах, а его младший сын Юра, якого тата відправив у Марянське Залісся, де взагалі не було славян, затеял кровавую войну с наследниками старшего сводного брата Мстислава Гарольда. Сыновья Людовика Благочестивого тоже устроили войну. Но в оправдание им хочу сказать, немцам, много раз с тех пор воевавшим с французами, ни разу не приходило на ум завопить: «Париж наш, это мать городов германских, мы с парижанами один народ, потому что лягушатников выдумали Ленин, Маркс и испанский Генштаб». Французы тоже до подобного бреда не опускались. Впрочем, о том, откуда взялся общероссийский комплекс неполноценности, я уже рассказывал раньше. Распад империи франков вернул папам римским свободу маневра, которой они лишились при Карле Великом. Их политика снова обрела многовекторность. Каждый из сыновей Людовика Благочестивого мечтал стать императором, и теперь папы могли манипулировать их мечтами, как когда-то манипулировали орексами варваров. И они это делали, причем успешно. Ну вот, например, захотел римский папа Стефан провозгласить императором Запада своего пасынка Гвида, короля Италии, в пику другим королям франков, и провозгласил, и новому папе Формозу, поссорившемуся с Гвидо, пришлось бежать за помощью королю восточных франков Арнульфу, чтобы защитил. После смерти Формоза сторонники Гвидо взяли реванш. Новый папа, их ставленник, велел вынуть предшественника из могилы и судить. Мертвого Формоза усадили на скамью подсудимых и разжаловали, забрав тиару. Хуже того, ему отрубили 3 пальца правой руки, которыми он благословлял, а тело бросили в Тибр. Римляне, правда, после такого святотатства восстали и убили нового папу, а папу Формоза выловили из реки и вернули, где был, обратно в базилику Святого Петра. Я эту жуткую историю к тому рассказал, чтобы подчеркнуть, жизнь пап, формально возглавлявших христианскую церковь, не была в ту пору сахарной. Им приходилось выкручиваться почти как современным политикам, ориентируясь и на настроение масс, и на другие центры силы. Этих центров было много. Папы между ними лавировали. Хорошо это или плохо, решайте сами. Я лишь хочу подчеркнуть.
Папы в силу сложившегося положения вещей никогда не были ни товарищем-патриархом Сергием Старгородским, ни генералом ФСБ Кириллом Гундяевым, чтобы преданно заглядывать в рот очередному кремлевскому упырю, Путину, Сталину, Ивану Ужасному и так далее. Институт папства формировался в совершенно других условиях. Кстати, именно папа Формоз, с телом которого так некрасиво обошлись враги, еще в молодые годы, будучи энергичным епископом, лично участвовал в крещении славян, но и в разрешении проблем, которые при этом возникали. Я уже рассказывал вам о том, как князь Моравии Маймер был крещен епископом Пассау Регинаром по поручению короля Людовика Немецкого в 831 году. Но, как видно, восточные франки перегнули палку в силу своего нордического характера, дисциплинарен, аусвайсен и так далее. В итоге, спустя каких-то 20 лет, наследник Маймера Ростислав рассорился с ними, прогнал баварских попов и отправил послов к папе, чтобы прислал кого-то вменяемого, чтобы вылучил и высветил местных священников, чтобы создать автокефалию, подчиненную напрямую престолу святого Петра, а не архиепископу Нижней Баварии. То есть поступил ровно так, как Петр Порошенко в 2019 году, когда выхлопотал у Вселенского патриарха Томас, сделавший православную церковь Украины независимой от Московии, какой она изначально и была. Ибо не было в принципе никакого московского патриархата ни в 1050 году, когда в стольном Киеве сидел митрополит всея Руси Ларион Русин, приятель Ярослава Мудрого, никогда митрополит Киевский и всея Руси Исидор, местоблюститель антиохийского патриаршего престола и папский кардинал с кафедры Константинопольского Софийского собора в 1452 году провозгласил унию католиков с греками, положив таким образом конец великой схизме. Любители УПЦ МП, ау, поделитесь мыслями, за что вы так преданно любите генерала Гундяева? За его верность Путину? В общем, моравский князь Ростислав, поссорившись с франками, обратился за помощью непосредственно к римскому папе Николаю. Но папа, видимо, не хотел ссориться с Людовиком Немецким. Пока папа тянул резину, Ростислав обратил внимание на восток и отправил гонцов в Константинополь к императору Михаилу. Тот откликнулся и немедленно прислал своих специалистов, двух братьев, Кирилла с Мефодием, выдающихся христианских миссионеров, богословов и дипломатов. Это случилось в 862 году. Прибыв в Моравию, братья не только обучили население христианским обрядам, но и фактически создали свою поместную церковь, а вдобавок два алфавита для перевода богослужебных текстов на славянский язык, глаголицу и кириллицу. Зачем понадобилось целых два алфавита вместо одного, и почему вообще нельзя было научить славян молиться на греческом, как, к слову, делали все, включая римских пап, вплоть до IV столетия, поскольку сама вульгата появилась только в V веке? Это большой дискуссионный вопрос, останавливаться на котором мы здесь не станем. Так или иначе, Кирилл с Мефодием поработали на славу. Христианство окончательно прижилось и у моравов, а затем и у болгар. Борис, внук Канасюпиги Амуртага, крестился и стал первым болгарским царем в 865 году. Что сказать, то был звездный час и для Кирилла с Мефодием, и для константинопольского патриарха Фотия, выдающегося ученого и богослова, который за всей этой миссией и стоял. Братья были его учениками. Византийский успех вызвал страшный скандал между римским папой Николаем и патриархом Фотием, по ходу которого стороны предали друг друга анафеме. Это случилось
далеко не на ровном месте. Отношения между престолами и без Моравии были натянутыми. Незадолго до того восточно-римский император Михаил заменил на Фотия опального патриарха Игнатия. Игнатий кинулся жаловаться старшему по команде, то есть папе Николаю. Тот вписался, решив, что император много на себя берет. Напомню, папа считался главой всей христианской церкви и ставил духовную власть выше светской. Папа рекомендовал императору вернуть Игнатию кафедру. Михаил и ухом не повел. В итоге папа объявил Фотия самозванцем и призвал остальных патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского его поддержать. Ну а Фотий, которому уже по сути нечего было терять, отправил Кирилла с Мефодием в Моравию. Трудно сказать, в какой именно последовательности развивались события, но крещение славян, как минимум, подлило масло в огонь. В Моравию вторглась армия немецкого короля, а Кирилла с Мефодием объявили еретиками и вызвали в Рим давать показания. Было за что, ведь по церковным законам при богослужении использовались в ту пору только 3 языка – греческий, арамейский и латынь. К счастью для братьев, и в Риме, и в Константинополе сменилась власть. Игнатий вернул себе патриарший престол. Рим, в свою очередь, пошел на попятную. Кирилла и Мефодия оправдали. Более того, наш старый знакомый, будущий папа Формоз, высветил для Моравии священников, а Мефодия рукоположил в епископский стан. То есть стороны пришли к компромиссу. Но и это еще не все. Папа пошел дальше и разрешил болгарам собственную поместную церковь, которую возглавил лично епископ Формоз. Очутившись в Болгарии, Формоз завел добрые отношения с царем Борисом, и тот даже ходатайствовал перед папой за приятеля, просил, чтобы того произвели в архиепископы. Формоз тоже не остался в долгу. Вы послушайте, это полезно, чтобы не думать, будто мир черно-белый. Как папский легат и римский епископ Формоз, возглавив болгарскую епархию, выгнал из Болгарии проповедников немецкого короля. Типа «спасибо, не надо, своих хватает». Словом, резюмируя, скажу, оба престола, римский и константинопольский, при всех сложностях и противоречиях, которые периодически возникали, искали компромисс и находили его. После смерти Игнатия Фотий вернулся на патриарший престол. Нам с вами его фигура особенно интересна тем, что именно этот вселенский патриарх стал около 860 года автором Фотиева «Крещения Руси». Ну а о нем в следующий раз. А пока все. З Новим роком, шановні друзі. Перемоги всім нам. Все буде Україна. До побачення. Бережіть себе.